Я хочу представить Аки Сасамото, художница, которая вчера у нас провела перформанс, и сегодня она о нем расскажет. Она работает на грани перформанса, танца и инсталляции, и она расскажет о своем опыте. И также хотела сказать, что после этой лекции у нас будет лекция Миши Бастера про субкультуры, про хиппи, панков и так далее 80-х годов. Так что оставайтесь еще на эту лекцию. Спасибо. Hello. I didn't know how to start this talk, so I decided to list 10 possible beginning, and you can say that number out loud. Добрый вечер. Я не знала, как начать мое выступление, поэтому придумала 10 разных возможных начал. И, соответственно, вам нужно будет назвать вслух одну цифру, и мы будем с нее начинать. Mind that I just translated this using a computer dictionary. Имейте, пожалуйста, в виду, что я это перевела, используя электронный словарь. First come, first served. Поэтому кто выскажет первое пожелание, цифру, с которой начать, с той цифры мы и начнем. Okay, number 3. Relationship between performance and installation. Мы начинаем с номера 3. Отношения между перформансом и инсталляцией. Okay, so I usually combine performance and installation, and they are always together. And the reason why. Я обычно сочетаю перформанс и инсталляцию, и они всегда у меня выступают вместе. Есть причина, почему я так делаю. It's because I'm greedy. Дело в том, что я очень жадная. And because if I have 100% of performance and 100% of installation, it's 200% of art. Дело в том, что если у меня есть 100% перформанса и 100% инсталляции, то это уже получается 200% искусства. It's different from when you have dance or like performance only, and then you have 30% of installation because you cannot avoid costuming, you cannot avoid stage set, you cannot avoid making the theater. Эта ситуация очень сильно отличается от случая, когда у вас, например, только танец или только перформанс и где-то 30% инсталляции, потому что вы не можете обойтись без костюмов, без постановки, без декораций и всего остального. Sometimes in art, there are people who makes installation and then insert performance in it, and I call that maybe 70% installation with 30%
performance. Иногда в искусстве бывает, что создают инсталляцию и в нее внедряют перформанс. Тогда мне кажется, что здесь инсталляции 70%, а перформанса 30%. I could make 50% installation and 50% performance, but I refuse it. Я могла бы подразделить это на 50% инсталляции и 50% перформанса, но отказался от этой идеи. It has to make sense 100% just as installation when I'm not there. Дело в том, что когда меня нет, моя работа должна полный смысл иметь на все 100% как инсталляция. And when I'm performing, I cannot excuse my performance quality by using object. А когда я делаю перформанс, я ни в коем случае не могу оправдывать качество своего перформанса использованием какого-либо объекта. That's my rule. Это правило, которому я следую. Maybe I'll show one example. Давайте я покажу вам пример. Two, actually. Два примера. This is earlier piece in 2004 called Drone. Это ранняя работа 2002 года. This is an installation of discarded furniture pieces. Эта работа называется «Джо», это может появиться в случае как батарея. Здесь инсталляция, которая выполнена из выброшенных, ненужных фрагментов мебели. All the furniture you see are found on the street of New York because people throw out so many stuff. Все предметы мебели, которые вы здесь видите, это то, что мы находили на улицах Нью-Йорка, потому что люди очень много выбрасывают. Each piece is connected with strings to the architecture, for ceiling, for the wall, or the... Каждый из этих фрагментов небольшими нитями, веревками привязан к элементам архитектуры, то есть к столбам, к стенам, к потолку. The architecture is amplified by contact microphone. И архитектура как бы расширяется благодаря тому, что используют contact microphone. It makes sound by touch. Благодаря тому, что используется контактный микрофон, он издает звук, когда вы прикасаетесь к пространству. So when people walk into this installation, they start to make noise because they can't avoid strings. Когда люди смотрят на эту инсталляцию, они начинают производить эти звуки. That's when it's just installation. Это то, где работа остается только инсталляцией. When I'm performing, I collaborate with musicians and dancers. Когда я делаю перформанс, я сотрудничаю с танцорами, с музыкантами. And dancers were inside, and we burst it out, and it makes a crazy sound with contact mic. Благодаря контактному микрофону танец как бы вырывается и создает совершенно невероятные звуки. And we had this improvisational score. So over 30 minutes, we're supposed to move all the furniture to back of the stage. И также у нас есть элемент импровизации. В течение 30 минут мы должны передвинуть всю мебель в заднюю часть этого пространства. We're supposed to choreograph ourselves. Мы выступаем как сами свои хореографы. We can't predict how the furniture behave. Но мы не можем предсказать то, как будет вести себя мебель. So only thing we rely on is improvisational technique. Таким образом, единственное, на что мы опираемся, это техника импровизации. So we rehearsed so that we can move like a furniture, and furniture starts to move like people. Когда мы репетировали, мы увидели, что мы можем двигаться как бы как мебель, а потом мебель начинает двигаться как люди. But we didn't want to look like a mover, you know, we're not moving to the houses. Но на самом деле мы не хотели при этом выглядеть как рабочие, которые перемещают туда-сюда мебель, потому что это совсем не наш амплуа. That's one example of pieces that could work as installation and performance. Вот один из примеров работ, который может считаться и инсталляцией, и перформансом. Another example is called Secrets of My Mother's Child. И другой пример – это секреты ребенка моей мамы.
This is an installation view in a gallery for about 3 months. Это инсталляция, которую выставлялась в течение порядка 3 месяцев. I use mathematics a lot in my piece. В моей работе я очень активно прибегаю к математике. And this was about x times y equals 1. The line I just pointed, the shape of graph, x times y equals 1. Линия, которую я только что показала, это очертание графика. So when you just view the installation, you kind of feel the very minute attention. Когда вы смотрите на эту инсталляцию, вы ощущаете очень незначительное напряжение. It looks like there is some specific reason why I make this shape and why things are placed in a certain place. И есть определенная причина, почему я прибегла к этому очертанию и почему предметы размещены именно так, как они размещены. Many objects have indication that somebody might perform. That sounds right. The many object looks like somebody might use for performance. Очень многие из предметов производят впечатление того, что они как будто поставлены таким образом, чтобы специально их использовать в перформансе. But it's not obvious how they're gonna do it. Но совершенно не очевидно, как это будет сделано. Because, like I said before, the relationship between performance and installation has to be 100 and 100. Именно потому, что, как я уже говорила, отношения между перформансом и инсталляцией должны быть 100% перформанс и 100% инсталляция. I can't use performance as excuse for the object. Перформанс для меня не может быть оправданием для предмета. I think about, related to this matter, I think about pens, forks, knives, objects that tells you what to do, but it functions as object by itself. В связи с этим я думаю о предметах, таких как, например, ручки, вилки, ножи, предметах, которые как бы сообщают вам, что делать, но при этом сами живут собственной жизнью предмета. Okay, I'm going to just show a few pictures how I did performance. И теперь я покажу вам 3 снимка, где показано, как я создала перформанс. Okay, so these objects expand and then get used. During the performance, they take different kind of life. Это объекты, которые как бы расширяют свое присутствие, свой смысл и используются. И во время перформанса они как бы приобретают новую жизнь. I can say, to summarize the relationship between performance and installation, the following. И теперь, заключая ответ на вопрос между взаимоотношениями между перформансом и инсталляцией, я бы сказала следующее. I make objects as I make movements. Я создаю предметы так же, как я создаю движение. I make movements as I arrange installation. Я создаю движение по мере того, как я организую инсталляцию. But I go back and forth, so I keep them separate in the studio. Но при этом я оставляю их отдельно стоящими в моей мастерской по мере того, как я продвигаюсь и между ними двигаюсь. They end up becoming separate entity coexisting. Они становятся независимыми предметами, независимыми существами, которые сосуществуют. While they depend on each other. При том, что они друг от друга зависят. Okay, for fun, I'm going to show you a video so that you see performance in action. А теперь я покажу вам для развлечения небольшой фрагмент видео, чтобы вы посмотрели перформанс в действии.
There are 3 cameras. 3 cameras in the bureau. On my knee, there's this little doll always crying. She was about 5 years old, I thought to myself, and 6 years old. One day, she was crying as usual, and this bus driver lady, she was annoyed with something, and she stopped. I'm inside the bureau. Я сижу внутри этого. Red light, and pulled on this. And later I come out of it. А позже я из него выхожу. There are 3 cameras. 2 of them are live, 1 of them are pre-recorded. Здесь 3 камеры, 2 из них мои, и на одной существует предварительная запись. These furnitures you see are also recycled from the street. Вот эта мебель, которая здесь представлена, это тоже мебель, которую мы нашли на улице и снова использовали. I'm wearing found shoes that are connected to elastic. Я в ботинках, которые привязаны на резинки друг к другу. Later, I changed to different shoes that are these shoes with knives embedded in it. А потом я это туфли с ножами. And then I start to talk about my mother. А потом я начинаю рассказывать о моей матери. While I'm making grapefruit juice with my feet. А ногами я при этом выдавливаю грейпфрутовый сок. She said something like, "You seem very independent." This table has holes. В этом столе есть расширение. I cried. Oops. I cried at the small bathroom. And later, I start to talk about that mathematical equation, x times y equals 1, using this tool in the middle. А потом я начинаю рассказывать о математическом уравнении x умножить на y равно единице. И использую вот этот инструмент. These tools then become the x-axis and y-axis. Вот эти инструменты превращаются в ось Y. And the socks hung from the railing draws a graph of x times y equals 1. А носки, подвешенные наверху, создают как бы пространство для x умножить на y. Anyway, while I'm going to run this, I'm just going to explain what x times y equals 1 for me. А теперь я, пока показываю вам эту запись, расскажу о том, что для меня означает x умножить на y равно единице. Basically, when you multiply corresponding coordinates x and y, it's always Когда вы 1. умножаете корреспондирующие координаты x на y, X represents the distance x представляет расстояние between you and me.
между вами и мной. Y represents adrenaline level, excitement, sparkles, tension. Y представляет напряжение, искры, увлечение. Basically, when you come closer to me, the adrenaline goes up. Чем ближе вы подходите ко мне, тем выше поднимается ваш уровень адреналина. But once you touch me, you pass me, then everything drops to the negative. Но когда вы доходите до меня, прикасаетесь ко мне и заходите за меня, все снова спадает до отрицательного. This piece is called Secrets of My Mother's Child. Эта работа называется «Секреты ребенка моей матери». I haven't spent much time with my mother growing up. Когда я росла, я немного времени проводила с мамой. I was trying to meet her and communicate. И я старалась таким образом как бы с ней познакомиться и начать общаться. And my experience was x times y equals 1. И по моему опыту x умножить на y равняется ошибке. Anyway, so that's my answer for the relationship between performance and installation. Ну, в любом случае, это мой ответ на ваш вопрос о соотношении между перформансом и инсталляцией. Next. Пожалуйста, выбирайте следующую цифру. One? Okay. Now. I am going to talk about this quote by Albert Camus. Я расскажу сейчас в этом ответе о дискурсе Альберта Камю. He wrote this philosophical essay called Myth of Sisyphus. Он написал свое философское эссе «Миф о Сизифе». Do you know that? Знаете такое работу? Before the fable, there are 3 chapters. Если знаете, наверное, такой миф. До мифа мифу предшествует 3 главы. The chapter 1 talks about absurd reasoning, and he talks about absurdity of suicide. В первой главе, которая называется «Абсурдные размышления» или «Размышления по абсурдному», он говорит о самоубийстве. Chapter 2 is some literature examples. Вторая глава приводит некоторые литературные примеры. In chapter 3, he starts to talk about absurd creation. He starts to talk about art. В третьей главе он говорит об искусстве, говорит об абсурдном творчестве. I find it interesting with the fact that he used absurdity and connected suicide and creativity. Мне кажется интересным, что, говоря об абсурде и об абсурдном, он сочетает это понятие с творческим началом и с самоубийством. So I think that it's absurd that somebody would commit a suicide, right? Я думаю, что абсурдно же, да, что кто-то совершает самоубийство. And if you die, you can't even create. Если вы умираете или погибаете, вы не можете больше творить. But you have to go towards that mindset. Но нужно просто войти в этот взгляд, в эту форму мышления. Right before you kill yourself is the space that's most creative. Прямо перед тем моментом, когда вы, собственно, совершите самоубийство, вам открывается наиболее творческое пространство. He's not saying go there. Он не говорит идите и стреляйтесь. But he's saying this is the place that idea comes. Но он говорит, что это та самая точка, где вас посещает идея. So how can I be right here and not kill myself? Как
может быть, что я нахожусь вот прямо сейчас здесь и при этом не заканчиваю самоубийство. I think that's the art for me. Вот для меня это искусство. There's another saying called curiosity killed the cat. Еще, знаете, есть такая пословица: любопытство убило кошку. You have to be curious, but don't get killed. Любопытство, любознательность необходимы, только смотрите, чтобы вас не убило это. Art for me is about curiosity. Для меня искусство — это про любопытство. To go up. Любопытство и любознательность в том, чтобы взобраться выше. If I don't do this, coward. Если я этого не сделаю, я трусиха. Boring. И вообще скучный, неинтересный человек. A lot of people, I teach at university last year. Я преподавала в прошлом году в университете. And my students always ask me like, oh, is my piece good? Is it okay? Is this okay for the assignment? А меня мои студенты все время спрашивали: ну как вот эта работа хорошая, подходит она, нормальное задание сделал? I don't know. А я не знаю. That's my answer. Я всегда говорила: не знаю. Because what she was doing was saying, can I go up? Потому что на самом деле мне по сути задавали таким образом вопрос: можно мне взобраться? It's not my place. You have to go. And when you go, you just go. Но это как бы не мое место. То есть забираться должны вы, а когда вы решаете забираться, так и забираетесь, и все. I think art is an upward arrow. Мне кажется, что искусство и есть вот такое восхождение. It's the process of going up, but not getting there. Это процесс восхождения, но при этом надо не перевалиться за черту и не закончить самоубийством. That's why myth of Sisyphus. Поэтому это называется миф о Сизифе. There is one paragraph that I think is really beautiful. Существует один абзац, который, мне кажется, очень красиво написан. And I'm going to ask you to translate. И сейчас я прошу вас его прочитать. Okay. Все великие свершения, дела и все великие мысли имеют смешное начало. Великие работы часто рождаются просто на улице или, скажем, за вращающейся дверью ресторана. Точно так же получается и с абсурдом, с абсурда. Абсурдный мир в значительно большей степени, чем другие, своим благородством обязан своему отстраненному рождению. В некоторых ситуациях, когда вы отвечаете «ничего» или «ни о чем», когда вас спрашивают, о чем вы думаете, может казаться некой претензией. Между тем, те, кого любят, об этом прекрасно знают. Но если этот ответ искренен, если он символизирует то странное состояние души, в котором пустота, становится красноречивой, в котором пустота становится красноречивой, в котором цепь ежедневных жестов ломается, разрывается, в котором сердце тщетно ищет связи, которая снова его воссоединит, тогда, так сказать, это является первым признаком абсурдного. Yay. Thank you. It's also good to think about rock star. Хорошо также, например, подумать о рок-звездах. How they commit suicide right after their success. Как вот прямо на пике успеха они совершают самоубийство. And they produce the best song right before that. И прямо до этого создают свои лучшие песни. So I'd like to stay there long. И мне хотелось бы в этом состоянии, на этой точке, пробыть долгое время. I bet you do too. Не сомневаюсь, что и вы тоже хотели бы этого. Next. Следующую цифру. Номер 7.
What's the 7? 7. Ah, my work in slide. Okay. Dun, dun, dun. Okay, so I'm gonna go. What should I do? Maybe I'll show a couple pieces. One of them, I used to be a dancer. Я раньше была танцовщицей. So you can see this is more of a dance instinct. Поэтому, видите, это какой-то более танцевальный инстинкт получается. And I started to get interested in objects and I got kicked out of theater. И когда я стала обнаруживать интересные объекты, меня очень привлек театр. I also got kicked out of Subway in New York because I had a long knife. И также, извините, когда я начала обнаруживать всякие интересные объекты, меня выгнали из театра, и также из метро Нью-Йорка, потому что у меня был самый длиннющий нож. And I realized it's time to go to galleries. И тогда я поняла, что пришло мое время отправляться в галереи. This piece is called Cooking Show. Вот это работа, которая называется «Стол для готовки». I was interested in how to make cooking show a live performance. Извините, это шоу о готовке, мне просто плохо слышно микрофон, и мне было интересно, как можно превратить процесс готовку в живой перформанс. Could you please talk into the microphone, because I really can't hear you when you don't. Can you hear me now? Yes. Okay, so I was thinking about cookbook and cooking show and how they talk about step 1, 2, 3, 4 and it's all ready made. Мысли мои снимала кулинарная книга и то, как происходит процесс приготовления пищи, как он там разбит пошагово: шаг 1, шаг 2, шаг 3 и до готовности. In TV cooking show, they zoom in. Например, есть такие телевизионные кулинарные шоу, когда зумом наводится камера. Instead of using camera, I use the lens to go closer to your eyes. Вместо того, чтобы использовать камеру, я использовала расстояние, чтобы ближе подойти к вашим глазам. Sometimes TV cooking show have a different perspective. Иногда в телевизионных кулинарных шоу ракурс другой. So I cooked my pasta up high vertically. Поэтому я свою пасту готовила вертикально, то есть высоко. So that's some of the pieces that was between theater and gallery. Вот некоторые из работ, которые как бы между театром и галереей. And I made a sculpture that could go to the street, gallery or anywhere. И я создала скульптуру, которая может быть на улице, в галерее и где угодно. This piece is called Feedback. Это фрагмент, который называется feedback или обратная связь. They're two-sided forks. Здесь вилка с двумя концами. And furniture was found on the street. И мебель, которую я нашла на улице. And here is radio embedded. А вот здесь встроено радио. So I catch anybody in the street. То есть я выбираю просто прохожего на улице. And ask 3 things. И прошу его сделать 3 вещи. One, please cooperate with me to finish eating. Первое, пожалуйста, присоединитесь ко мне, чтобы завершить еду. 2, keep talking to entertain the table. Второе, пожалуйста, разговаривайте, чтобы за столом было повеселее. 3, it's very rude to talk when your mouth is filled with food. И третье, вы знаете, очень невежливо говорить, когда у вас во рту еда. As a result, we had very disjointed conversation. В результате у нас получился очень разорванный разговор. Because when he's eating, I'm talking. Потому что когда он ест, я разговариваю. Maybe about weather. В основном о погоде. And fork's gonna go this way, I'm gonna eat. He might be talking about hip-hop. А потом вилка меняет свое положение и
я начинаю есть, а мой собеседник может говорить, например, о хип-хопе. And there are different situations I dined. И бывают разные ситуации, в которых мне приходилось есть. Okay, so maybe another work. This is called Remembering, Modifying, Developing. Вот другая работа, она называется «Помнить, менять, развивать». Okay. This piece consists of many vignettes. В этой работе очень много виньеток использовано. As an installation, there are different cameras hung from the ceiling. В качестве инсталляции у нас выступают разные камеры, которые свешиваются с потолка. There are live streams to different TV screens. И их свет стекает на разные телеэкраны. And they are hung with mobiles, so they, when people come in and bump into things or cause wind, view changes. Они подвешены на мобильных каналах, таким образом, когда люди заходят в зал и смотрят, то возникает движение воздуха, и вид таким образом меняется. When I perform, for example, this one is called conduct. Когда я делаю перформанс, вот пример работы, которая называется conduct. And I improvise with collected shopping bags. И здесь я импровизирую с пластиковыми пакетами, которые дают в магазинах при покупках. I was interested in these objects because when I grew up moving to different houses. Мне были всегда интересны эти предметы, потому что в моем детстве мы очень много переезжали в разные дома. And different family had different way to store shopping bags. И в разных семьях вот эти пакеты покупочные хранились по-разному. Some people fold it really nicely in triangle. Некоторые их очень симпатично складывали треугольниками. Other people just go like. Некоторые вот так вот хлопали и бросали. And some people shove it underneath the sink. Некоторые запихивали под раковину. Other people put it, make a knot and then put it in the drawer. А были люди, которые связывали их в узел и клали в ящик. Habits interest me. Привычки очень интересно мне всегда было. So I improvise with these bags. Поэтому в этой работе я импровизировала с пластиковыми пакетами. And there are other objects like this one, moving wall. There's elastic with potatoes. Были и другие предметы, с которыми я импровизировала. Вот, например, здесь движутся такие резиновые жгуты, на которых прикреплена картошка. So I push them towards the wall, playing the potatoes like drums. Я отталкивала их к стене и играла картошками, как будто это был барабан. And then push it back, going inside this furniture and push the wall back from the wall. А потом обратно, так что картошка пролетала внутри вот этого каркаса и потом снова стукалась о стену. Even further away. И даже дальше. And I start to lecture on this wall. А потом я начинала читать лекцию, используя эту стену. As you see, I'm interested in each object having multiple functions. Как видите, меня интересует возможность сделать так, чтобы каждый объект, предмет приобретал различные функции. I'm going to talk about another rule of my art making. И еще я расскажу вам о одном правиле моего искусства. Art piece has to have many entrances and many exits. Произведения искусства должны иметь много входов и много выходов. I have association with plastic bags, but I don't know what your associations are. Например, у меня возникает ассоциация с пластиковыми полиэтиленовыми пакетами. Я не знаю, какие ассоциации возникают у вас. We share only a little bit in the middle, right? Общего у нас только немного того, что находится между мной и вами. So I want to keep it open-ended that way. Поэтому мне хочется, чтобы это пространство оставалось открытым. Other things I do in this piece is this music stand that I made
to become a greater. И еще в этой же работе я использую такой музыкальный стенд, который для меня служит теткой. And I grate potatoes on this music stand. И вот на этом стенде музыкальном я тру картошку. There is sound and then smell Возникает звук, возникает запах and appetite. и аппетит. And then I start to use the same wall and lecture about all sorts of people and habits. А потом я использую ту же самую стену и читаю лекцию о разных типах людей и привычках. By the way, this wooden thing at the back are my menus. Например, вот эта вот деревянная штука за моим мольбертом – это мое меню. Menus of performance vignettes. Это меню моих перформансов виньеток. Sometimes I ask audience to order, Иногда я прошу аудиторию заказывать. like I did today. Вот как, например, вас просила. Or other times they just remain there as indicated. А иногда они остаются там, как просто знак символ. It reminds me what I can do when I forget. Для меня это знак, который напоминает мне о том, что я могу сделать, если я вдруг забываю. So basically this piece, I repeat it every day. Вот эту работу я повторяла каждый день. And I'm interested in habits, so that's why I repeat to see how habits are born. И меня очень интересуют привычки, поэтому я и повторяю эту процедуру каждый день, для того, чтобы увидеть, как рождаются привычки. I can show you one video before, which came from those cameras that are hung from ceilings. Теперь давайте я покажу вам одну видеозапись, которая была снята висящими мобильными камерами на потолках. This I made because I usually don't document my performances. Я сделала эту работу, потому что обычно я никак не записываю, не документирую мои перформансы. But for me, this time, the video makes sense as artwork. Но мне кажется, что в этом случае видео имеет собственную ценность как произведение искусства. Because I was talking about habit and repetition, I could use video to convey that too. Потому что я говорила о привычке повторений, и мне кажется, что видео может быть использовано для того, чтобы эту идею передать. The top row, second row, third row is day 1, day 2, day 3. Ряды, первый, второй, третий, здесь подразделены соответственно дням. День первый, второй, третий. Camera 1, Первая камера, camera 2, вторая камера, camera 3. третья камера. And when I did this piece, the camera was live streaming. Когда я делала эту работу, камера вращалась и меняла угол. But one of the monitor played the footage from the day before. А на одном из мониторов проигрывалась запись предыдущего дня. So with the sound from yesterday, I record today over everything. Таким образом, сегодня, находясь как бы камерой над всем, я записываю сегодняшнее действие со вчерашним звуком. By the end of the month, the sound got accumulated and it became very thick sound of every day. К концу месяца звук аккумулировался и получился очень насыщенный, плотный звук, который впитал в себя каждый день работы. So like this, I like performing many times and develop with the piece. Ну вот, таким образом мне нравится перформанс повторять много-много раз и таким образом развиваться вместе с развитием моей работы. Do you want more pieces or maybe move to the another one? Показать еще работу или хотите выбрать другую тему? Yeah.
Four artists who influenced me. Художники, которые оказали на меня влияние. Okay. First, I'm going to talk about John Zorn, who's an American composer. Сначала я расскажу об американском композиторе Джонни Зорне. He made this piece called Cobra. It's an improvisational structure. Он сделал структурную импровизацию, которая называется «Кобра». It's 70s, so they look funky. Это 70-е годы, поэтому он на вид такой довольно забавный, нетрадиционный. This is the score of Cobra. Вот здесь написана разбивка «Кобры». He is a prompter, and all the musicians are using hand gestures to indicate what they want to do. Этот человек выполняет роль так называемого промптера, а вся остальная аудитория использует жесты для того, чтобы показать ему, что они хотят делать, куда дальше должна идти музыка. And the prompter decide whose opinions will get counted. И промптер, то есть подсказчик, как бы решает, чье мнение будет принято. It's complicated, you can look it up later. Здесь довольно трудная работа, поэтому ее можно попозже посмотреть. But basically, it's like musical debate. Это такой музыкальный дебат. Improvisational structure really influenced me. Импровизационная структура по-настоящему на меня оказала большое влияние. So you can see he came up with the rules and he boiled down a lot of improvisational techniques you see in music already to the symbol. То есть, видите, он начал с неких правил импровизации, а также внедрил сюда некоторые техники импровизации. Okay, another person who influenced me, dancer, choreographer called Yvonne Meyer. Второй человек, кто оказал мне большое влияние, это танцовщица, хореограф Ивон Майер. She is a Swiss choreographer who works in New York. Это швейцарский хореограф, она работает в Нью-Йорке. I was a dancer for many modern dance companies for a few years. Несколько лет она работала танцовщицей в разных компаниях современного танца. Now I only dance for her. А сейчас я танцую только для нее, для Ивон Майер. The key is again improvisation. Вся основа здесь опять-таки в импровизации. Okay, before showing that, I'm just gonna describe what she does. И сейчас я опишу вам, что она делает. She and I almost every week do this exercise called the authentic movement. Практически каждую неделю мы вместе с Ивон Майер делаем такое упражнение. Мы называем его естественное движение, подлинное движение. Authentic movement is something that started in psychiatric world by Jungian practice. Такое подлинное, истинное движение известно вообще по психиатрической практике, и в частности это называется прием Юнгиан. And then one person I would close my eyes and then trying to move to the impulse, whatever that means. Один человек, например, я закрываю глаза и дальше двигается, соответственно, к какому-то своему импульсу, что бы это для вас значило. Maybe I feel like sleeping. Может быть, например, мне вдруг хочется заснуть.
Maybe I feel like shouting. Или, например, закричать. You can fart. Можно выпустить газ. Whatever you want to do, you do it. Разрешено все, чего вам только хочется. And then my partner is called Witness. She's just watching me. А мой партнер имеет название свидетельница, и она просто за мной наблюдает. Her job is simply observe me. Ее задача состоит в том, чтобы просто за мной наблюдать, Watch for safety. чтобы следить за безопасностью того, что я делаю, And call time when agreed upon time comes, like maybe 10 minutes or 15. и объявлять, когда заканчивается срок, на который мы условились, то есть 10 минут, 20 минут. And we switch the role. И дальше мы меняемся ролями. And now I just watch her, whatever she does. А теперь я уже смотрю за тем, что делает она. And afterwards, we're going to discuss what I saw. I think you were just being still. Потом мы обсуждаем то, что я видел. То есть, например, мне кажется, сейчас вы просто лежите, сидите недвижно. And then I describe what I felt like I was doing. I just felt like going to the floor. А потом я описываю то, чего мне хотелось. То есть, как будто, например, я почувствовала, что мне хочется упасть на пол. In discussing this, we are not allowed to use judgmental words like I like that or that was beautiful. Когда мы обсуждаем все, мы не имеем права использовать никакие слова, выражающие суждения. То есть, например, такие реплики, как «вот это было прекрасно» или «вот это мне понравилось». So, that's the kind of thing that we do. Вот что мы делаем. And whenever we have a show, we just simply do authentic movement a lot, and then we just go to theater. Когда мы делаем шоу, мы очень активно используем движение, но просто в театр. That goes the same for the musician. То же самое относится и к музыканту. And then when we have a show, for this show, she told me to be angry. Когда мы делаем шоу, мы даем друг другу задание. Вот, скажем, для этого шоу она просила меня выразить ярость, злость. I'll just show you the first minute. Angry or hungry? Да, ярость, злость. Это наш лектор звучит. And like me, she also uses many objects. И, как и я, Иван Майер тоже использует много разных предметов. He's just being angry. Человек просто злится. And I'm throwing shoes at him. А я бросаюсь в него ботинком. From the balcony. С балкона. It's a lot of nonsense. Здесь очень много нонсенса. Anyway, I don't have to show the whole dance, but basically, so these are kind of influences I have, like music improvisation, dance improvisation, and I synthesize them in my performance/installation. Я не буду показывать вам запись всего танца, но по сути это дает представление о том, как я работаю. То есть это в духе музыкальной импровизации, танцевальной импровизации, а потом я объединяю музыкальную и танцевальную импровизацию и делаю такой синтез в перформансе, инсталляции. Yeah, I said 2 people, right? Okay. So, other things that influence
Sometimes I do street performance whenever I feel like. Еще есть одна вещь, которая на меня оказывает влияние, когда мне хочется, иногда я делаю уличный перформанс. That's a good reality check. Это замечательная такая сверка с реальностью. Because audiences are real. Потому что там аудитория реальная. They won't stay. Она не останется, если не нравится. That, I think, are the people who influence me too. И я думаю, это тоже те люди, которые на меня оказывают влияние. Is this a question and answer time? И пришло ли время вопросов и ответов? Yeah. Yeah. It's a question and answer time. Время вопросов и ответов пришло. Извините, пожалуйста, дождитесь микрофона, чтобы я могла передать. И если вы будете задавать вопросы по-английски, то переводите их для публики тоже. Да, пожалуйста. У кого есть вопросы? Внесу микрофон. Так, для простоты по-русски, конечно. Расскажите, собственно, о том перформансе, который вы вчера нам представляли. Could you tell us a few words about the performance you actually showed us yesterday? Okay. It was called. Did you hear the letter when I gave it to you? Heard it? Do you think everybody heard it? So maybe it's better to read that first. Давайте сначала прочитаем письмо, которое, может быть, не все слышали. Do I have that? Если оно есть. Пожалуйста, прочитайте это вслух. Этим летом мне пришлось пережить боль расставания. Весь месяц июль я готовила свой проект Beauty Project. В течение этого месяца я только и делала, что принимала советы от друзей о том, как справиться с мучительными переживаниями. Когда людям плохо, они стараются отвлечь себя различными занятиями. Впервые я сделала себе маникюр и педикюр. Я ездила в лес, я посещала вечеринки, проходящие на крышах. Я попробовала иглоукалывание, я делала коктейли и так далее. И вот однажды один испанский друг пригласил меня в спортивный зал на секцию бокса. Меня определили к тренеру из Кубы, который оказался просто огромных размеров. Никогда прежде я не встречала человека более напоминающего бегемота, чем он. Кстати, считается, что бегемот – одно из самых опасных животных в Африке. Именно от него погибло больше всего людей. Бегемот бегает очень быстро, и это несмотря на свой вес, который может достигать 2 тонн. На первом занятии тренер повторял только одну фразу по-английски. Он говорил «Listen to me», «слушайте меня», а потом без слов показал мне движение на повторение. Английским языком он владел очень слабо, но я поняла суть. Я внимательно следила за ритмом его ног, за тем, как наносить удар от пятки или от бедра, и за всеми движениями, которые он передавал мне. С каждым новым раундом я накапливала понимание. Я поняла, насколько важно развивать все тело для понимания и взаимодействия. So I went to the boxing gym for the first time, and he went. И на самом деле я действительно впервые посетила спортзал и боксерскую секцию, и тренер вел себя вот так. Listen to me, listen to me. Listen to me. Listen to me. He meant listen to me with all the senses but the ears. Когда он говорил listen to me, слушай меня, он имел в виду слушай меня всеми своими органами чувств, кроме ушей. I think it's poetic. Мне показалось это поэтично. So I started to really get into that way of communication.
я начала входить в этот способ общения. And it was after a heartbroken moment. И это было после момента, когда мое сердце было разбито. So learning about communication and also releasing bad energy was good. То есть мне очень было хорошо узнать о том, как можно общаться и как выпустить энергию. I think when I make peace, I just spend my life very, I take my life seriously. Я к своей жизни отношусь серьезно. So whole month I was thinking about beauty line, beauty line, beauty line. И это выражается в том, как я работаю над своими произведениями. Целый месяц я думала о этой beauty line. And somehow peace comes out of it. И неожиданно из этой идеи как-то возникает работа. When I mean by peace, I mean concept. Когда я говорю «работа» или «произведение», я имею в виду концепцию. Peace is a concept understood with enough digestion. Работа — это концепция, понятая благодаря тому, что она в достаточной степени переварена. So I'm not going to just spit out what beauty means, but instead I'm going to think about it, digest that thought, and trying to express what I came up with it. Иными словами, я не буду спешно стремиться выразить или рассказать о том, что значит красота, я буду жить с этой концепцией, я ее как следует переварю, а потом я выражу ее в работе, в которой она воплотится. And there's another element which is physical, which is installation. И есть тут еще один компонент, который материален, он физический, это инсталляция. That's very site-specific. Он очень сильно связан с местом. So I came here 4 days ago and just spent 3 days being there, trying to understand 2 walls. Я приехала сюда 4 дня назад, и 3 из них я провела просто знакомясь с пространством, стараясь понять эти стены. So performance yesterday was the first performance of beauty lines that I'm starting to understand about beauty through. И вчерашний перформанс был первым перформансом о красоте, которую я только сейчас начинаю понимать. To me, performance is I am in a process of understanding, not I finished understanding. Для меня перформанс — это когда я нахожусь в процессе понимания, не когда я пришла к пониманию. I didn't know what I was going to do. Я не знала, что я буду делать. But I knew what objects would do. Я знала, что будут делать предметы, объекты, которые я создала. And somehow these experiences will come through. Ну и каким-то образом вот эти эксперименты прорвутся и дойдут до зрителя. Doesn't he look like hippopotamus? Похоже, правда, на бегемота? Okay. Есть еще у кого-то вопросы? What are your plans for the next 3-5 years in your art development? Скажите, пожалуйста, о ваших планах в развитии вашего искусства в ближайшие 3-5 лет. I think I'm gonna go 2 directions. Я думаю, я пойду в 2 направлениях. One, higher. Я выше буду взбираться все выше. Another is out. А второе — это вовне. This means I'm gonna go more introverted and I'm gonna try to get more selfish with my art. Вот этот процесс восхождения означает, что я больше буду заниматься интерпретацией, пониманием и, соответственно, стану с моим искусством более эгоистичной. Maybe some people noticed yesterday
but when I am performing, I'm not too concerned about how you're gonna see me. Может быть, вчера кто-то заметил, что когда я выступаю, делаю свой перформанс, меня не очень волнует, какими глазами вы смотрите на меня и что думаете. I try to be clear about what I'm doing, but I'm not directing only this way. Мне нужна ясность, я стараюсь добиться ясности в том, что я делаю, но при этом я не пытаюсь ее передать вот так вот себя к вам. If I feel I'm doing this, I should do it this way. Если я чувствую, что мне нужно выступать вот так, то значит так я и буду это делать. Because to me, performance is I should just exist fully as I want to be. Потому что для меня перформанс – это понимание и выражение того, что я должна существовать именно так, как я хочу. So I'm going to go more towards that direction. Поэтому я буду двигаться вот в этом направлении. Another one is outward, outreach. Второе направление – это направление вовне. 2 years ago, I made a non-profit art organization. 2 года назад я создала некоммерческую организацию, которая занимается искусством. With 2 other friends, and it's called Culture Push. Эта организация называется Culture Push, и я создала ее вместе со своими 2 друзьями. And Culture Push is not about me at all. It's about helping other people. Организация Culture Push не для меня, она для того, чтобы помочь другим. So what we do is, it's called, I'm interested in different professionals connecting. Что мы делаем? Мне интересно связать разных людей, профессионалов. So one event was called Doing. Одно наше мероприятие называется «Мы делаем». I invited 10 different professionals. Я пригласила 10 разных профессионалов. A chef, Шеф-повара, mathematician, математика, economist, экономиста, ER doctor, emergency room doctor, скоропомощного врача, astrophysicist, астрофизика, yoga teacher, преподавателя йоги, composer, композитора etc., etc. и так далее. Put them in one room for one day and they do skill exchange. Я объединила их в одной комнате на целый день и попросила обменяться своими умениями. We are making new websites, so it's not really good. Сайт так себе, мы сейчас делаем новый. But this is, for me, it's about this ideal world that people with specialized knowledge share knowledge. Вот для меня эта идея выражает мечту об идеальном мире, где люди, которые имеют специализированные, очень узкие знания, могли бы ими обмениваться с другими. Because sometimes I go to a boxing gym and I get an idea. Потому что иногда я, например, хожу в спортзал заниматься боксом, и меня посещает идея. Mathematician will get an idea by talking to lawyer. Математику может прийти в голову какая-то идея, если он говорит с юристом. So it's about creating that kind of space. И мне кажется важным создать такое пространство. Another outreach I can think of is teaching. Teaching is good. И еще одна тема применения, которую я придумала, это преподавание. Мне кажется, преподавать это хорошо. Anyway, as an artist, every piece takes different interest, so I go out and do so many different stuff anyway. Но в любом случае меня как художника, как создателя привлекают очень разные вещи, и каждая из работ основана на каком-то определенном интересе, поэтому я просто иду и делаю самые разные вещи. So I can't answer what I will be doing in 5 years, Поэтому я не могу вам сказать, что я буду делать через 5 лет. but hopefully more this way and more that way. Но надеюсь, что больше вот сюда вовнутрь и вон туда вовне.
Вчера, когда я смотрел ваш перформанс, вы сказали, что вы 3 дня провели, осознавая и знакомясь с пространством этого помещения. Во время перформанса сложилось лично у меня впечатление, что этим пространством вы не владеете, в связи с чем мой вопрос, во-первых, о том, что вы подразумеваете под пониманием пространства, если это не владение пространством. И в дополнение к этому я бы хотел вас, фигурально выражаясь, спросить, что вы, о чем вы думали через 2 часа после перформанса, перед тем, как ложиться спать, и когда проснулись в Москве сегодня? Когда проснулись в Москве? В Москве сегодня, в связи с перформансом. You mentioned that you'd spent 3 days getting to know the space, right? And trying to get some kind of ownership of the space. When I saw your piece yesterday, I had a feeling that you didn't quite manage to master the space, you didn't really own it yet. Building on this, what is a space to you if you don't really own it yet? And also, what did you think 2 hours after the performance, and just before going to bed, and when you woke up in Moscow after it? What was the third? The third one is what you thought when you woke up in Moscow having done the performance. What's the... Today, yeah. What's my feeling? Yeah. What you thought really. And what is space to you? The space is completely down. I asked a few months ago when I got asked, I had a choice of what kind of space I could do. Ну, пространство сейчас уже разобрано. На самом деле, несколько месяцев назад мне задавали вопрос, какое пространство мне нужно. And I wanted the wall that's skewed. И я хотела именно that Not parallel. angle. Angle. И я хотела стену с наклоном. So I knew that much, definitely, and measured it. Это было все, что я знала. So I had some thoughts about beauty and few objects I want to use. У меня были какие-то мысли о красоте и о предметах, которые я хотела бы использовать. And then I just experimented. А дальше я начала просто экспериментировать, Once I get here. когда приехала сюда. And I think to own the space, depending on the space, it takes a long time to really own it. На самом деле, в зависимости от пространства, само владение пространством не наступает сразу. Проходит длительное время перед тем, как вы овладеете пространством. And then I can really highly choreograph it. You can hardly? Highly, I can choreograph. А потом я могу в этом пространстве делать хореографию. And the beginning stage of exploring is not set. Когда я только начинаю изучать, исследовать пространство, здесь еще нет каких-то четких рамок. But it's marking it. Like, Но я уже их обозначаю. like dogs pissing. Знаете, как собачки писают? And I think it's still owning. It's just like not marked completely, but it's still owned. Это, знаете, как пространство еще не до конца помечено, но вместе с тем ты уже им владеешь. I get different, I have some audiences that comes to my performances, and when I work on a piece over a year, some people like it at the beginning, some people like it very choreographed. Знаете, есть зрители, которые приходят на мои перформансы, и я вижу, что некоторым нравятся перформансы еще когда они достаточно сырые в начале, а некоторые с уже четко установленной хореографией. So it can't, with my influence, like with the improvisation, sometimes that is the time that you own it most in the mind because you're thinking about the space.
И мне кажется, что я оказываю влияние на пространство, особенно когда это время импровизации, потому что это именно тот период, когда вы в большей степени думаете о пространстве. And when time has passed, I would look like I understand the space and I own the space, but then I would not be thinking about the space. А по истечении времени создается зрительное впечатление, что я как бы владею пространством, но при этом здесь я уже о нем не думаю. So after I finished yesterday, I was thinking it's definitely the exploration time. Поэтому после окончания вчерашнего перформанса я думала, что безусловно сейчас время исследования, изучения. And I'm going to spend the next month thinking about whether I'm going to recreate the similar space or I learn from this experience and then change the space configuration. И в течение ближайшего месяца я буду думать, хочу ли я повторять перформанс в похожем пространстве или наоборот мне стоит полностью изменить его конфигурацию. Also, I don't know how audience move. И также я не знаю, как движется аудитория. So that was very interesting yesterday. Вот это мне было вчера интересно. To not have my friends in it. Поскольку в аудитории моих друзей не было. Anyway. Does it answer? Ответила? Did you feel any kind of aggression coming from the audience? No. Да нет. Were you angry at me? А вы что, на меня злились? No, I wasn't. What? Oh, because I was angry? Вы думали, что я злилась? I don't think you were. Yeah, I wasn't angry either. Правда, не злилась. One thing I was afraid was trying not to do boxing too much. Была вещь, которая меня несколько пугала. Я старалась слишком сильно не боксировать. I didn't want to dress like boxer, for example. Например, я не хотела наряжаться как боксер. Because then boxing has too strong of a metaphor. Too strong? Metaphor is too strong. Okay. Потому что в боксе заложена слишком экспрессивная метафора. So I didn't want to include boxing in a title either. Поэтому я даже в названии не хотела бокс включать. Even though right now I'm completely obsessed with boxing. Даже если сейчас бокс для меня превратился в настоящее наваждение. Пространство, что понимаете? Пространство ментальное, физическое? What do you mean by space? Like mental space, material, physical space? What is space to you? All of it. Всего, что вы перечислили. So it's mental and physical. It's like that's exactly performance and installation. Ментальное и физическое пространство — это и есть перформанс и инсталляция. There is a time that those two things match up, and that's what I'm looking for. It happens rarely, but it does. Бывают моменты, когда они сливаются, объединяются. Это именно то, чего я так ищу, но это случается нечасто. It's my job to make that more frequent. И на самом деле именно моя задача в том, чтобы это создать более и делать это слияние более часто. I have just a short question. Where do you teach and what's your methodology? What's the structure of the course you teach? Короткий вопрос, где вы преподаете, какова ваша методология преподавания? I often start the course with authentic movement, even though it's sculpture. Я очень часто начинаю свой курс с преподавания
истинного, аутентичного движения, хотя это и скульптура. Because for me, I cannot teach what I know because a kind of art I do is so specific to my individual emotional history. Потому что я не могу преподавать то, что я знаю, потому что тот тип искусства, который создаю я, очень сильно связан с лично моей своеобразной эмоциональной историей. So only thing I do is to push people so that they deconstruct their ideas by themselves. Поэтому я единственное, что стараюсь делать, так это как бы стимулировать людей разобрать свои идеи самостоятельно. I am an evil cheerleader. You're an evil Yeah, cheerleader. Yay! Okay. Я как бы you mean to the audience? To the students. Я как бы выступаю как фанат, который кричит давай, 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 и как бы злобно, не то что злобно, но как бы агрессивно их подбадривает. So I provoke them and trying to make them fail. Я их провоцирую и стараюсь их обречь на неудачу. Подстрекатель это называется. Because my goal is to put them on that spot. Потому что моя цель – это помочь им взобраться вот на высшую точку. Спасибо вам большое. Я думаю, нам пора завершать лекцию. Или у вас еще вопрос? Последний вопрос. Да, спасибо. А что для вас есть высшая точка? Высшая что? Да, высшая точка. К чему вы толкаете? Что это такое высшая точка? Толкаете студентов? Да. Что для вас высшая точка? What is the apogee for you? What is the ultimate, the topmost point you're trying to push your students to? Как вы понимаете, что ее достигли? How do you know you've accomplished it? I tell my students that on the first day I tell them it's up to you to suck up to me, to like please teach it if that's your character. Я в первый день говорю всегда своим студентам, что если вы хотите подлизываться, подлизывайтесь. То есть если вы хотите за мной ходить по столу и говорить, а вот научите нас, пожалуйста, вот этому, так и делайте, если это истина в вашем характере. And if their character is introverted, go ahead and go to the corner. А если студенты интроверты, тогда им следует просто забиться куда-нибудь в уголок. But with one assignment during the course, they have to take opposite character. Но в течение курса есть одно задание, когда они должны войти в совершенно другую личность, другой характер. So the students just become more of them. Таким образом, студенты как бы становятся больше собой, more of themselves or of themselves. Да, они становятся больше собой. It's about just like knowing yourself inside out. Это помогает им узнать самих себя снаружи и изнутри. I also tell them that it's luck and people's subjective view plays into any kind of communication. И также я говорю, что во многом большое значение имеет удача и что очень субъективные точки зрения всегда входят в общение. So that's why it's your decision to suck up or not, or trying to read what teacher means or not. Поэтому субъективные точки зрения по сути делают общение, поэтому вы можете сами для себя решить, хотите ли вы подлизываться или хотите вы сами пытаться понять, что преподаватель хочет вам сказать. Who knows, I'm very twisted and I'll give you F because you suck up. На самом деле, как знать, да? На самом деле я тоже очень непростая, не прямолинейная и могу поставить вам низший балл, потому что вы подлиза. This is a kind of interaction I have with students. Вот так устроено мое общение со студентами. Because in the end,
I think to me, art making and life are very overlapped. Но в конечном итоге я думаю, что создание искусства и жизнь, по крайней мере для меня, очень сильно перекрещены, пересекаются. What was the question? А какой вопрос был? The structure of the course. No, the question was, вопрос был про высшую точку и как знаешь, что ты туда попал, да? The question was, how do you know you've reached the apogeus? How do you know you've reached the topmost point, the ultimate one? And, I mean, what is it to you and how do you know you've reached it, you've accomplished it? Oh, it's not about the teaching. А это вообще не преподавание, да, было? How do you know your students have reached this topmost point? How do you know they are there? I probably won't witness it. Но я, наверное, этого не увижу. It's all subjective satisfaction that I want them to experience. Я только хочу, чтобы они лично, сами для себя выносили удовлетворение, чтобы они пережили это ощущение. Спасибо большое. Спасибо. Сейчас